Нет, бывает только для тех, кто спрашивает. Пробовать, рисковать, не бояться. Это наркомания. Потому что у тебя настолько много дофамина, ты настолько восхищен тем, что делаешь, что ты не можешь остановиться. Классная идея. Все предприятия в Дубае могут перейти на солнечную энергию. Люди будут бунтовать и требовать дать им работу. Просто потому, что многие работы заберут на себя искусственный интеллект, либо какие-то другие новые технологии. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Илья Лихов, SEO и фаундер компании Neosan Energy. Предприниматель, визионер, тот, кто меняет сегодня рынок солнечной энергетики и строит, не побоюсь этого слова, свою империю. Илья, спасибо большое, что пришел сегодня. Мы сегодня поговорим о бизнесе, о том, как Neosan Energy строит глобальный бренд и не только. Спасибо за большое, Наташ. Ну ты что-то загнула по поводу империи, конечно. Нет, ну смотри, на самом деле начать я хотела как раз вот с темы империи, с темы масштаба. Мне кажется, что одной из отличительных твоих особенностей — это как раз масштабное видение. То есть ты не строишь какой-то мелкий локальный бренд, ты сразу же начал создавать международный бренд, ты строишь международный бизнес. Почему ты выбрал именно этот путь такого масштаба сразу же? Знаешь, Наташ, я когда-то, лет 15 назад, оказался в Гонконге, и увидев все эти небоскребы, представь, ты сидишь на набережной Гонконга, и перед тобой стена из небоскреба больше, чем в Нью-Йорке. Причем Гонконг реально на небоскребах больше, чем в Нью-Йорке в несколько раз. И я увидел на каждом из них надписи Hitachi, Samsung, Philips, и понял, что это чей-то бизнес. И его построили обычные люди, такие же, как я. И я понял, что если эти люди смогли это сделать, почему я не могу это сделать? И тогда я для себя решил себе две вещи. Первое, что я хочу иметь свой бизнес. Второе, что если делать бизнес, то только глобальный. Потому что зачем нам терять время на то, чтобы делать какой-то маленький бизнес? На самом деле, если ты хочешь открыть какую-то, не знаю, сеть кафе на районе, либо да просто даже кафе по районе, ты все равно потратишь на это 2-3-5 лет на то, чтобы это развить. Международный бизнес развивается плюс-минус также по времени. Вопрос только твоего времени и усилий. Да, конечно, нужно там что-то знать, что уметь, но это все условно делегируется и покупается. И выбирая между тем, чтобы тратить свое время своей жизни, которое ограничено, на самом деле мы живем там, условно, на текущий момент около 100 лет. Я могу это время потратить на что-то маленькое, а могу построить что-то огромное. И я понял, что не хочу терять время на что-то маленькое. Точно. Но почему ты выбрал именно солнечную энергетику? Во-первых, я инженер, и когда еще был маленький, я помню, разбирал калькуляторы и там доставал эти самые маленькие солнечные батарейки. Да. И мне очень нравилась сама идея, чтобы получать энергию, то есть без батареек. Если быть более точным, я условно родился и вырос там в Сибири, в России, в Сибири. А в 90-е годы, не самое такое хорошее, богатое время, у меня не сильно было много игрушек, я игрушки делал себе сам. И, естественно, денег на какие батарейки точно не было. И история про то, чтобы взять где-то из старого самого калькулятора вот эту солнечную батарейку, из нее запитать какой-нибудь робот или машинку, мне было очень интересно. Я стал старше, уехал в Китай, запустил свой бизнес. И когда стал вопрос о том, что у меня был мой первый бизнес, это была маркетинговая компания, и я понял, что я хочу перейти в что-то более такое продуктовое и глобальное. И тогда как раз появилась идея, кстати, энергетика. Я сходил на выставку почти по энергетике, по солнечной энергетике, и тогда солнечная энергетика только набирала обороты. И я понял, что за этим будущее. Почему? Во-первых, я тут маленький мальчик, который играл этими батарейками с калькулятора, потому что не было пальчиковых батареек, у меня не было на них денег, если быть точным, то для многих предприятий в мире, которые ведут свой бизнес, например, в Африке там, или где-то в удаленных территориях, у них нет доступа к электроэнергии, потому что нет сетей. Мне показалась самой классной идеей, что можно получить энергию где угодно, дешево и просто из неба, с солнца. Я принял решение, что я хочу заниматься именно солнечной энергетикой, тем более есть несколько составляющих успешного бизнеса. Одна из них – это низкая конкуренция, второе – это размер рынка, а третье – это то, сколько более компетентных специалистов в этой отрасли, чем ты. Соответственно, если ты разбираешься в маркетинге, если разбираешься в продажах, если знаешь, как хакнуть этот рынок, я понял, как я могу хакнуть этот рынок, то ты можешь быть очень успешным на этом рынке. Собственно говоря, что и получилось. У него маркетинговая компания, мы упаковали бренд Neosan. Я придумал этот бренд, сидя на кухне. Мы упаковали этот бренд, запустили продажи, и буквально через 2-3 месяца у нас пошли первые продажи в Нигерию, в Намибию, в другие страны. Это только подтвердило то, что это всем нужно. И когда мы запускались к вопросу рынка, рынок солнечной энергетики тогда еще был порядка $300 миллиардов. Это сопоставимо с рынком инвестиций в нефтегазовую отрасль. За эти несколько лет рынок солнечной энергетики вырос в несколько раз, и теперь он составляет $730 миллиардов. А можете себе представить, что такое $730 миллиардов? Это больше, чем ВВП многих европейских стран. Точнее, по-моему, больше, чем ВВП почти всех европейских стран. Это в десятки раз больше, чем рынок, например, какой-нибудь там крипты, либо там даже электромобили. А если сравнить с более близким для нас рынков, то это в 2 раза больше, чем рынок инвестиций в нефтегазовую отрасль.
Поэтому у меня не стоял вопрос, чем заниматься. Я понял, что если мы делать глобальный бизнес, нужно заниматься тем, что нужно всем, а энергия нужна всем. Слушай, но сегодня инвестируют в солнце даже большие крупные нефтяные компании, да, то есть хотя казалось бы, возобновляемые источники энергии — это для них конкуренция, да, но они готовы в это вкладывать очень большие деньги. Почему так? Потому что они тоже видят этот рост? Но они в какой-то момент поняли, что солнечная энергетика сравнялась сначала, а потом стала дешевле, чем любой другой способ генерации энергии. Это случилось примерно 5-7 лет назад. Ну, если бы точно, в 2018 году произошел паритет, и солнечная энергетика стала самым дешевым видом энергии в принципе. И тогда многие крупные нефтегазовые компании просто быстро смекнули о том, что зачем пытаться конкурировать и бороться с этим, если эту революцию можно возглавить. И сегодня из этих 700 миллиардов долларов большая часть денег инвестируют именно крупнейшие нефтегазовые компании, такие как Total, BP, Shell. И для них это повышение своей рентабельности и беды. Почему? Потому что, например, активно развивается рынок электромобилей. И, кстати, именно компания BP пролоббировала запрет бензиновых автомобилей в Великобритании. Представляешь? Почему? Потому что BP, который сейчас заправляет эти обычные автомобили бензином, какая разница, чем их заправлять? Заправлять ли их бензином, либо заправлять их электроэнергией? Электроэнергия стоит сегодня в 10-20 раз дешевле, чем энергия от бензина. Что это означает? BP, продавая электроэнергию для зарядки электромобилей, может зарабатывать в разы больше, чем с продажи бензина. Смекаешь? Соответственно, в этом ключе для BP намного выгоднее поддержать развитие электротранспорта, поддержать развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей. Собственно говоря, сейчас BP развивает сеть зарядных станций для электромобилей по всей Великобритании для того, чтобы через 5-7 лет самим возглавить рынок, в принципе, всего автомобиля пользования, назовем это так. Что и происходит. Другие компании, такие как Total французская, она тоже понимает это, и она от этого не отстает. Поэтому сейчас глобальный тренд на переход, в принципе, всех видов энергии на солнце и ветер. Почему? Потому что это дешевле. Да, это еще и чище, но нужно быть откровенным, это связано не только с тем, что это чище, это просто дешевле. Но ты уже начал говорить о конкурентах. Насколько я знаю, на рынке солнечной энергетики действительно очень много компаний. Ты в одном из интервью говорил, что в Южной Африке порядка 7 тысяч компаний, которые занимаются солнечной энергетикой. Вот чем Neosun отличается, да, от этих 7 тысяч компаний? Ты права, на самом деле на рынке гигантская конкуренция, и в каждой стране там десятки тысяч компаний занимаются солнечной энергетикой. И мы понимали изначально, что мы, скажем так... Не пустой рынок. Да, то есть мы заходим не на пустой рынок. Более того, на этом рынке есть очень крупные компании, такие как у те самые BP, Total, та же Tesla. Собственно говоря, Tesla в свое время сделал огромный вклад в развитие этого индустрии. Спасибо брату нашему Ивану, что он помогает нам развивать этот рынок. Да, действительно, конкуренция огромная. Но спрос сегодня тоже огромный. На самом деле сегодня ситуация такова, что рынок энергетики в принципе растет ежегодно на 20 с лишним процентов. То есть наше энергопотребление в принципе растет. Мы начинаем жить лучше. У нас все больше и больше электроприборов. Мы переходим с обычных бензиновых автомобилей на электромобили. Потребление электроэнергии растет. Это подразумевает, что нам все больше и больше нужно источников этой энергии. И здесь как раз-таки на помощь приходят новые виды генерации энергии. Поэтому большая часть именно новых мощностей обеспечит за счет строительства солнечных ветровых станций. Поэтому сегодня спрос во многих регионах превышает возможности предложения. Просто рынок производства генерации не поспевает за темпами роста рынка потребления. Поэтому в ближайшие десятилетия я не вижу как такового сильной именно конкуренции. То есть мы находимся на рынке некого голубого океана. При этом, с другой стороны, ты права. Все равно есть десятки тысяч компаний, кто этим занимается. И нужно понимать, как мы можем от них отстроиться. Абсолютно. В этом плане мы, немножко так хакнули систему. И в рамках Neosun у нас своя достаточно уникальная для рынка бизнес-модель. Мы поняли несколько вещей. Мы поняли, что намного эффективнее брать на себя полностью все этапы производства и поставки систем энергоснабжения и хранения энергии. Что мы делаем? Мы обеспечиваем и производство оборудования, такого как солнечные батареи, а также проектирование и строительство солнечных электростанций. А на рынке сейчас ситуация другая. На рынке сейчас есть четкое разделение. Есть компании-производители, крупные китайские компании с оборотами в десятки миллиардов долларов. Есть локальные установщики-инсталлеры, которые на себя забирают большую часть маржинальности, и они работают с конечными клиентами. Что делает Neosun? Мы идем напрямую к конечным клиентам, минуя дистрибьюторов. То есть мы идем напрямую с нашего производства, мы производим все оборудование в Китае, напрямую к конечным заказчикам. Что мы этим достигаем? Мы резко снижаем цены. То есть мы можем просто, выкидывая вот этих посредников, сори, ребят, но
мы позволяем экономить в разы. Например, когда мы это сделали в России, мы опустили цену на рынке в России в 2 раза. Не все конкуренты меня полюбили, некоторые звонили мне с не самыми хорошими комментариями. Многие из них, не многие, но некоторые из них обанкротились. Те, кстати, кто мне даже угрожали. Не буду говорить кто, но были такие случаи, когда ребята с Краснодара, с Ростова мне звонили с угрозами, что мы делаем. Но на самом деле мы пытались этим ребятам предложить нашу модель, но они от нее отказались, сказав, что, цитирую, мальчик, что-то нас учишь, мы этим занимаемся 20 лет, мы знаем, как здесь работать, поэтому не учите нас жить, мы сами знаем, что делать. Поэтому мы пошли напрямую к конечным клиентам, это позволило нам опустить цену. Конечным клиентам это тоже понравилось, потому что это меньше инвестиций для них, и это более быстрый возврат инвестиций для них. Мы, в принципе, сделали более доступным солнечную энергию для предприятий. В какой-то момент мы поняли, почему это не делать вообще во всем мире. То есть не делать это в Африке, делать это в Германии, в Мексике, где солнца намного больше, чем в России. И сейчас те проекты, которые мы строим, например, в Южной Африке, их срок окупаемости 1,5 года. То есть для предприятий это крайне выгодно строить солнечную станцию, и во многих случаях при IRR, окупая за 1,5 года солнечную станцию, они обеспечивают себе IRR больше 50%. То есть это крайне выгодная инвестиция. Получается так, что для этих предприятий это даже может быть более выгодно, чем собственный бизнес. Поэтому многие предприятия очень активно в это инвестируют, и если мы условно этим предприятиям предлагаем быстрый возврат инвестиций, если мы этим предприятиям предлагаем низкую стоимость и высокое качество услуг, то, конечно, они выбирают нашу компанию. Этим очень конкурентны. При этом касательно качества услуг, мы вынуждены предлагать качественные услуги. Почему? Потому что в отличие от этих самых дистрибьюторов, которые работают, закупая оборудование в Китае, мы крайне заинтересованы, чтобы наше оборудование было высокого качества. Потому что обычные дистрибьюторы покупают оборудование в Китае, и им выгоднее купить подешевле, продать подороже. Соответственно, страдает, как правило, конечный заказчик, потому что дистрибьютору более важна маржа, чем качество. И в этом отношении, чтобы получить более высокую маржу, часто дистрибьюторы закупают в Китае крайне низкого качества оборудования. Из-за этого часто есть в России, например, стереотип, что в Китае делают плохое качество оборудования. Нет, это не в Китае делают плохое оборудование, это ребята закупают из Китая плохое качество оборудования. Ты удивишься, но во всем мире примерно похожая ситуация. И в России, и в Южной Африке, и в Пакистане, и в Мексике. Везде примерно похожая ситуация. Дистрибьюторы заинтересованы купить подешевле, то есть более низкого качества, продать подороже. Потому что они несут конечные гарантии клиенту. В случае какого-то гарантийного случая они разводят руками и говорят: ребята, идите в Китай. Иди ищи китайцев, где у кого что купили. У нас другая ситуация. Мы вертикально интегрированная компания. В случае, если мы вдруг облажаемся, все вопросы будут же к нам. И в этом отношении мы для клиентов намного более надежный и доверенный партнер. Соответственно, мы предлагаем дешевле, мы предлагаем надежнее, мы даем гарантии. И при этом при всем есть третье наше очень важное преимущество. Мы строим себе глобальную сеть. Это то, что действительно сегодня не делает никто. Мы сегодня строим некий Starbucks, либо Макдональдс, но только солнечной энергетики. В чем это проявляется? Мы поняли, что если мы успешны на каком-то одном рынке, и у нас очень классный бренд, мы можем это масштабировать на другие рынки. Мы можем это делать в Германии, в Мексике, в Южной Африке, в Пакистане, в Индонезии, везде. Фактически мы строим некую франшизную модель. Это не франшиза, это франшизная модель. Когда мы открываем кофейни Starbucks, но только это не кофейня Starbucks, это наши офисы в разных странах. Каждый такой офис для нас окупается за 6-8 месяцев, и дальше выходит на самоокупаемость и возвращает деньги, собственно, для нас он инвестиционно рентабельный, и приносит для нас обороты и прибыль. Но при этом, при всем, каждый новый этот офис позволяет нам охватывать все больше и больше рынки. Это позволяет нам копить компетенции, крутых специалистов, референсы. Мы можем ссылаться на эти референсы в других странах. Например, мы строили проект или компания Adidas. Теперь мы можем на эти референсы ссылаться, работая в других странах. И более того, строя глобальный бренд, мы не только растим нашу выручку и масштаб, и охват рынка, мы, ко всему прочему, еще растим узнаваемость. Мы для этих компаний, для корпоративных заказчиков позволяем также повысить уверенность в том, что мы представляем хорошее оборудование и мы поставляем действительно классный сервис. И они могут посмотреть наши референсы, приехать на них и убедиться, что мы работаем хорошо. Они понимают, что если мы облажаемся в одной стране, то, соответственно, это отразится в наших проектах в других странах. Поэтому мы не можем просто позволить себе сделать плохо. И это все работает на нашу репутацию. Это позволяет нам очень быстро расти как по выручке, так и по масштабу, по охвату рынка. Сегодня у нас уже 6 филиалов. У нас есть филиалы в Кейптауне, в Йоханнесбурге, в Найроби, в Кении, в Карачи, в Пакистане, здесь в Дубае. И мы планируем не останавливаться. У нас в этом году планы открыть филиалы в Мексике, в Соединенных Штатах, кстати. Мы собираемся открыть офис в Техасе и в Майами. Плюс Малайзия, Индонезия. Ну и с успеем еще и Нигерию откроем.
Ну вот как раз я хотела спросить про то, куда дальше, да, уже открыты столько офисов, куда дальше. Ты ответил на этот вопрос, но я хотела спросить, ты упомянул про Америку. Как ты считаешь, какое направление из тех, которыми занимается компания, будет там востребовано? У нас несколько направлений деятельности. Основное из них — это строительство солнечных электростанций и систем хранения энергии. Плюс у нас есть еще решение — это Solar Carport, это полностью автономная зарядная станция для электромобилей, которые заряжают электромобили от солнца. И Power Hub Solution — такой мобильный контейнер, который можно привезти в любую точку географии, хоть в Сибири, хоть в дебрях там, Сахары, и запитать любой объект. Я думаю, что на текущем этапе мы можем продавать все эти решения в США, но наиболее перспективными я вижу, первое — это стандартные солнечные станции для предприятий, потому что мы очень конкурентны. Я последние 3 месяца прожил в США, я видел их цены, наши цены в разы ниже, в разы. Не на несколько процентов, а в разы. Но еще более интересно, это наш проект с полностью автономными зарядными станциями для электромобилей. А почему? Ты об этом говорил в Корее как раз, мне кажется, Да. На самом деле рынок электротранспорта развивается очень быстро. Сейчас весь мир переходит крайне быстро на электромобили. Компания Tesla далеко не самая большая компания. В Германии сейчас также производят электромобили. Китайцы полностью заполнили рынок своими электромобилями. Но узкое горлышко развития рынка электромобилей — это не производство электромобилей. Это инфраструктуры для зарядки электромобилей. И на самом деле проблема не в том, что китайцы не могут сделать зарядки электромобилей. Проблема в том, что мощностей для их работы не хватает. Если вы хотите попробовать построить зарядную станцию, например, где-нибудь в Мюнхене, там, где инфраструктура и все электросети строились очень давно, у вас просто не будет мощности, чтобы в центре города запитать быстрой зарядкой какой-то электромобиль. Это же касается каких-то других крупных городов. И сегодня во всем мире, в крупных городах есть проблема зарядки электромобилей, потому что нет просто мощностей. И такая же проблема находится еще в большем виде в удаленных территориях. Что интересно, ты сегодня даже в развитой Калифорнии не можешь сесть на электромобиль и доехать, например, из Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса, потому что по пути тебе нужно ехать там 4-5 часов, нет инфраструктуры для зарядки. Если она даже есть, ее недостаточно. Но почему ее нет? Да просто сетей нету. Потому что, чтобы перезарядить электромобиль в пустыне, тебе нужно построить эту линию электропередач. Это дорого. И никто не будет строить линию электропередач только для того, чтобы заряжать электромобиль тебе где-то в пустыне. А это если до Лас-Вегаса ехать. А если ты хочешь поехать на Гранд Каньон, если ты хочешь поехать в национальные парки, у тебя нет физической возможности ехать на электромобиле. Поэтому действительно узкое горлышко развития электротранспорта именно зарядки. Есть решение. Солнце есть везде. И у нас есть решение, это полностью автономная зарядная станция для электромобилей, где есть Solar Carport, это такая парковка из солнечной батареи, и мы используем энергию от солнца и направляем эту энергию солнечной батареи напрямую на зарядку электромобилей. Таким образом, мы вообще не привязаны к сети. Мы можем ставить такие системы в любой точке мира, тем более в пустыне, там Невада, не знаю. Плюс батареи, да, тогда можно будет заряжать не только... даже ночью. То есть как работает система? На крыше парковка солнечной батареи, внизу стоят аккумуляторы, а солнечные батареи заряжаются аккумуляторы, и эти аккумуляторы используются для зарядки электромобилей в любое время дня и ночи, причем быстрой зарядкой. То есть мы можем зарядить электромобиль даже еще и быстро. Но что интересно, мы даже придумали модель окупаемости этой системы, и окупаться она будет далеко не за счет продажи электроэнергии. Ты знаешь, на чем больше всего зарабатывают заправки? Расскажи. Большинство заправок зарабатывают не за счет бензина. На кофе. На кофе. На кофе, булочках, не знаю, сосисках, снеках, каких-то других вещах. И игрушка для детей, причем игрушка для детей стоит очень дорого на заправках. И в итоге заправки зарабатывают намного больше за счет других покупок. Фактически заправочная станция становится некой точкой притяжения, куда люди приезжают за тем, чтобы заправиться, но пока они заправляют машину, они параллельно ходят в туалет, кушают, тратят деньги на покупки и так далее. То же самое можно делать с электромобилями. Человек приезжает зарядиться в электромобиль, ставит его на зарядку и дальше идет пить кофе, не знаю, отдыхать, кушать и прочее. И мы понимаем, что мы можем монетизировать эту всю зарядную станцию именно за счет продажи сопутствующих каких-то товаров. Более того, мы даже подумали, что можно сделать 2 типа зарядки: медленная и быстрая. Если ты очень торопишься, ты платишь деньги за зарядку и заряжаешь быстро, тогда ты заплатил, не знаю, там $10 заплатил, быстро зарядил и поехал дальше. А если, например, ты не торопишься и хочешь сэкономить, ты можешь зарядить бесплатно.
Но пока ты бесплатно заряжаешь... Бесплатно? Бесплатно. Ну, может, даже бесплатно, может, чаржить за это деньги. Но пока ты бесплатно заряжаешь свой электромобиль, ты оставляешь не $10 в нашей кофейне. Ты оставляешь 100, 200, 300 долларов в кофейне. Таким образом, мы зарабатываем больше с бесплатной зарядки, чем с платной. Вау. Ну, звучит очень круто. Надеюсь, что уже скоро появятся первые заправки в Штатах. И как раз в связи с этим вопрос. Вот чтобы обеспечить такой масштаб и такую скорость, привлекаете ли вы сейчас инвестиции? Да, на самом деле, чтобы обеспечить такой быстрый рост, любой компании нужны инвестиции. И мы сейчас привлекаем инвестиции. Мы уже привлекли первый раунд. Мы привлекли $1,5 миллиона начальных инвестиций для запуска наших филиалов в Южной Африке и в Пакистане. И, что интересно, мы уже вышли по этим филиалам на самоокупаемость. А сейчас мы планируем также в следующем полугодии привлечь еще инвестиции порядка $5 миллионов в дальнейший рост, в дальнейшее масштабирование. Дело в том, что каждый филиал, который мы открываем, он нам обходится в среднем в 300-500 тысяч долларов, и он окупается примерно за полгода-год. Мы понимаем, что каждый новый филиал для нас – это новые деньги, это больший рынок, это большая выручка. И более того, чем больше мы открываем филиалов, тем больше мы растим капитализацию нашей компании. Потому что, как я упоминал раньше, одна из важных составляющих нашей бизнес-модели – это стать компанией а-ля Starbucks или Макдональдс, только в солнечной энергетике. И благодаря инвестициям мы можем открыть большое количество филиалов. Наш план, чтобы в течение следующих 3-4 лет открыть порядка 50 филиалов по всему миру. При этом мы понимаем, что открыв порядка 50 филиалов по всему миру, мы можем обеспечить огромную выручку. План, что к этому времени мы выйдем на выручку порядка $1 миллиарда и больше. Соответственно, это обеспечит нам очень высокую оценку компании. И в дальнейшем мы планируем сделать экзит. То есть у нас есть два варианта экзита. Мы планируем либо продать нашу компанию китайцам, либо продать нашу компанию европейской нефтегазовой компании, про которую мы говорили, либо выйти на IPO. Почему китайцам? На самом деле, что интересно, оказалось, что по такой модели, как и работаем мы, не работает сегодня практически никто. Может быть, и работают, но их на рынке нет. По крайней мере, их на рынке не слышно, а значит, их и нет. И сейчас мы фактически создаем международную сеть сбыта, которая позволяет нам через эту сеть продавать наше оборудование по нашим удобным нам ценам с максимально большой маржой. Как упоминали ранее, ты, по-моему, как раз про это сказала, что в мире сегодня десятки тысяч компаний, занимающихся солнечной энергетикой. И сегодня буквально 5-6 компаний в Китае производят оборудование для этих компаний. Получается, что есть разделение, где есть китайские фабрики, которые производят оборудование на десятки миллиардов долларов. И сбывают они это все через десятки тысяч мелких компаний с оборотами, там, не знаю, в 100 тысяч долларов в разных странах. И при этом эти мелкие компании забирают на себя большую часть маржи. Вопрос времени, когда китайские компании поймут, что им выгодно развивать собственную дистрибьюцию. А мы уже это делаем. Сегодня Neosun имеет 6 филиалов в разных странах мира. В этом году мы планируем открыть еще 8 филиалов. Таким образом, уже до конца этого года у нас будет порядка 14 филиалов совокупности. Это позволяет нам охватывать рынок, это позволяет нам становиться монополистами на каких-то рынках. И в дальнейшем, в горизонте 4 лет, когда у нас будет больше 50 филиалов, мы становимся крайне интересны китайским фабрикам, чтобы сбывать через нас. Потому что благодаря нашим низким ценам мы забираем большую долю рынка в разных странах. Мы уже сделали, как сказал мне один даже конкурент, хочу обратить внимание, о чем мне сказал конкурент из компании с оборотом больше $1 миллиарда, что, Илья, вы сделали волну на рынке Южной Африки. То есть мы за год, хочу обратить внимание, мы открылись буквально всего год назад, и мы за этот год уже навели шороху на рынке, мы строим мегаваттного размера проекты. Что такое мегаваттного размера проекта? А мегаватт — это примерно $500 000 выручки с каждого проекта. И у нас уже несколько мегаваттных проектов в Южной Африке. Это случилось буквально за 6 месяцев. Да и, в принципе, эти 6 филиалов, про которые мы говорим, открыли их за год. Соответственно, это позволяет нам захватывать рынок очень быстро. Соответственно, для китайских компаний, для китайских производителей, мы выглядим как компания, у которых есть огромный рынок в каждой стране, достаточно высокая маржинальность, а мы работаем с маржинальностью 40 и более процентов, и огромный охват в виде 50 плюс стран. Соответственно, у них стоит вопрос: либо развивать собственную дистрибьюцию, либо купить нас. Собственно говоря, что, скорее всего, и произойдет. И смысл в том, что рынок идет в направлении развития собственной дистрибьюции. Китайские производители понимают, что намного выгоднее развивать собственную дистрибьюцию, потому что это, собственно говоря, те же самые причины, почему мы это делаем. Потому что это выгоднее с точки зрения маржи, это выгоднее с точки зрения контроля цен и качества, и это выгодно с точки зрения охвата рынка. А зачем делиться с дистрибьюторами, которые могут при любой возможности уйти к твоим конкурентам, если ты можешь развивать собственную дистрибьюцию?
Вот мы это уже делаем, и мы становимся интересными этим китайским компаниям. С другой стороны, мы можем продаться европейским нефтегазовым компаниям. Как мы тоже обсуждали, сегодня такие компании, как Total, BP и Shell, они развивают собственную солнечную генерацию и сами строят солнечные электростанции. Но они работают в сегменте так называемый utility scale. Это проекты мощностью 50 и больше мегаватт. То есть это проекты с стоимостью от 50 миллионов долларов и больше. Им вот эта возня, на которую возюкаемся мы, то есть проекты уровня там, $1 миллион, им вообще не интересно тратить на это время. Но это огромный рынок. И, кстати, я забыл упомянуть, когда мы говорили про то, там, чем мы отличаемся. Благодаря нашим компетенциям, благодаря нашему большому охвату, благодаря нашим ценам, мы интересны рынку в сегменте как раз вот этого commercial industry, так называемый сегмент, то есть промышленные индустриальные проекты, где мелкие компании не могут обеспечить соответствующий уровень компетенции и цен, а крупным компаниям, таким как Total, просто неинтересно возиться с этой мелочевкой. А нам интересно. То есть нам интересны проекты в размере $1 миллион плюс, и мы с ними активно работаем. И сегодня, создавая такую сеть в разных странах с большим количеством проектов $1 миллион плюс, мы можем забрать на себя наименее конкурентный сегмент с достаточно большой маржинальностью и в горизонте, опять же, 3-5 лет прийти к этим самым компаниям Total, BP, Shell, ну или и они к нам придут, и просто продаться им и, по сути, отдать им целый сегмент рынка, который сейчас они покрыть не могут или не хотят. Третий вариант, мы можем вообще никому не продаваться, потому что зачем это все, если мы прибыльны, и просто выйти на IPO и дальше быть на IPO. Я на самом деле даже в этот вариант больше мечусь, но если вдруг поступит хорошее предложение от китайской компании, конечно, мы не откажемся. Но мы не торопимся продаваться, более того, нас уже хотели купить. Да, я помню тот момент. Да, в общем, нас буквально 3 или 4 месяца назад пытались купить. Мы пришли на переговоры в Абу-Даби с потенциальным клиентом. Эта компания занимается поставкой газа промышленным потребителям в Саудовской Аравии, в Эмиратах, ну вообще во всей вот Гольф-эре. И на переговорах они спросили, сколько вообще стоят эти солнечные электростанции, сколько нужно денег для того, чтобы запустить это все. И возник сначала вопрос, а может мы с вами сделаем совместное предприятие? Потому что у них, как у поставщиков газа, огромная база потенциальных клиентов для нас. Потому что раз они поставляют газ, они могут этим компаниям, промышленным предприятиям, то есть торговым центрам, бизнес-центрам, даже Бурдж-Халифа, кстати, их является клиентом, они поставляют им газ. Но они же могут поставлять им еще электричество. И в этом отношении те компании в Дубае, а таких, кстати, компаний очень много, весь порт Джебель-Али, все крыши порта Джебель-Али, почти все без солнечной батареи. Как мы уже упоминали, солнечная энергия – самый дешевый вид энергии. Соответственно, все предприятия в Дубае могут перейти на солнечную энергию. И вот эта компания газовая, кто поставляет им газ, это их клиенты. Им ничего не стоит, получается, поставлять им помимо газа еще солнечные батареи. И мы пришли к тому, что в рамках этой же встречи, а может быть, нам сделать совместное предприятие. Интересно стали развиваться события. Мы говорим, ну да, классная идея, давайте обсудим. И, в принципе, на это было интересно. Но дальше возникает вопрос. На встрече был собственник этой компании, чтобы понимать компании обороты $1 миллиард. И они спросили, а сколько вообще нужно денег, чтобы просто вас купить, да? Ну, они сначала спросили денег, сколько нужно денег, чтобы это все построить в Эмиратах. Я назвал сумму сгоряча. Они посмотрели, переглянулись, сказали, а сколько нужно денег, чтобы вообще вас купить? И серьезно шел разговор, потому что давайте мы вообще купим вашу компанию. Но я не готов компанию сейчас продавать, потому что, так как мы пока еще не сильно большая компания, мы пока не оценимся в ту сумму, за которую я готов ее продать, поэтому мне куда более интересно привлечь небольшие инвестиции, отдать там небольшую долю компании в размере 5-10%, но большая часть компании сохранить за собой, для того, чтобы расти и в дальнейшем продавать компанию, когда у нее оценка уже вырастет. Но сам факт того, что нас спустя год после основания хотят купить, на самом деле это очень восхищает, возбуждает, и хочется реально делать такие проекты. И хочется работать еще пока. Да. Пока рано отдавать. Не, я понимаю, что я не тороплюсь, я понимаю, что у меня есть четкий план. Я знаю, как построить этот бизнес, у нас есть четкий план, куда двигаться, мы знаем, как расти, у нас есть четкий план по открытию филиалов, и мы понимаем, что каждый новый филиал растит капитализацию нашей компании. Мне сейчас нет никакого смысла продавать компанию, просто потому что каждый год моя компания растет в цене в x5, x10. То есть я понимаю, что я сейчас продам эту компанию, ну, условно, там, за $58 миллионов, то через год я могу ее продать за 500 миллионов. Мне нет никакого интереса продавать. Более того, у меня есть вариант либо сейчас продать всю компанию за 50, либо через год, по мере роста компании, продать 10% за те же 50. Соответственно, мне не интересно компанию продавать сейчас, мне интересно ее развивать, мне интересно открывать новые филиалы, растить ее стоимость, капитализацию, растить нашу выручку и
просто брать чуть-чуть денег, чуть-чуть инвестиций для того, чтобы развивать компанию дальше и расти. Вот говоря о командах, о том, что Брunch Asana сейчас во многих странах мира, как быть с командой, да, то есть у тебя же локальные команды и в Пакистане, и в Южной Африке, как решается вопрос с менталитетом, это абсолютно, мне кажется, разные миры, как у тебя удается это все разрешить и понять, как строить в каждой стране. Да, Наташа, на самом деле ты действительно такую больную боль затронула. На самом деле это очень действительно сложная задача, и, как оказалось, мы ввязались в очень сложную историю, потому что открывать филиалы в разных странах, причем не просто в разных странах. Одно дело открыть филиалы там условно во Франции, в Германии или в Америке, где примерно плюс-минус одинаковая культура. И другое дело открывать филиалы в Пакистане, в Китае, в Южной Африке, где совершенно кардинально разные культуры, разная религия, разный менталитет, разные подходы, разные праздники, разное время года, вообще все полностью разное. И когда мы туда пошли, мы даже не задумывались, мы задумались по этому поводу, мы понимали, с чем мы столкнемся, но мы не осознавали, насколько мы с этим столкнемся, но на самом деле любой живой ум позволяет решить любые проблемы. И как раз-таки успешные бизнесы рождаются тогда, когда ты умудряешься решать какие-то проблемы. Например, те же компании, глобальные компании, типа Starbucks, либо Apple, они же решили проблему сбыта на разных рынках. Они научились переводить там свои телефоны или там софт на другие языки. Они научились продавать свои гаджеты, либо свое оборудование на разных территориях, либо даже одежду. И на самом деле я всегда подхожу к бизнесу к тому, что нужно действовать не от возможности, а от задачи. Если у тебя есть задача решить какую-то проблему, ты просто ищешь способ ее решить, ты декомпозируешь ее на маленькие задачки и дальше решаешь. Если ты не знаешь в моменте, как решить, ты можешь привлечь специалистов, ты можешь делегировать какие-то задачи. Поэтому я не считаю, что нет нерешаемых задач. Если бы мы действовали только от наших возможностей, мы бы никогда не полетели на Луну. Если мы действовали от наших возможностей, мы никогда бы не построили андронный коллайдер, либо пирамиды, либо такие компании, как Apple, либо Tesla. И такие люди, как Илон Маск, либо, не знаю, там, тот же Джобс, они никогда не действовали от своих возможностей. Они действовали от своих целей, от своих планов, от своих мечтаний. Также действуем мы. Если мы понимаем, что мы хотим построить глобальный бизнес, если мы хотим открывать разные филиалы, мы должны хакнуть эту систему. И мы поняли, что в принципе плюс-минус бизнес-стратегии работают везде плюс-минус одинаково. Но важно брать полностью локальные команды. И поэтому мы разделили бизнес на две части. У нас есть глобальный хедквотер. Глобальный хедквотер отвечает за продукт, за глобальный маркетинг, за видение вообще развития. И там у нас как раз сидят маркетологи, дизайнеры, мы занимаемся продуктом и его развитием. А в локальных филиалах сидят полностью локальные команды. И в эти локальные команды мы спускаем наш продукт, наши технологии, наше видение этого продукта. Но тактические приемы продаж, технологии переговоров решают они уже сами, как это делать. Они набирают полностью локальных сотрудников. У нас все сотрудники в Пакистане – это исключительно пакистанцы. Все сотрудники в Южной Африке – это исключительно южноафриканцы. Ни один европеец не будет продавать в Пакистане так хорошо, как пакистанец. Ни один мексиканец не сможет так продать в Армении, как армянин. Поэтому, если мы продаем в Армении, нужно, чтобы продавали армяне. Если мы продаем в Мексике, должны продавать мексиканцы. Это наш подход и то, как мы работаем. Поэтому мы создали сейчас, описали наш продукт, мы создали единые некие обучающие материалы, описали наши цели, планы, и по сути как некий такой франшизный пакет спускаем в наши филиалы. А наши филиалы уже дорабатывают это под местный рынок, нанимают локальные местные команды и успешно работают. Это позволяет нам быть крайне эффективными, крайне успешными. Добавляют свои культурные какие-то особенности, которые позволяют им на этом рынке выходить вперед. Именно. То есть, например, филиал в Пакистане, он отдыхает по пакистанским праздникам, он ведет переговоры по-другому. И, кстати, это очень хорошо, ярко видно по нашему, скажем так, по некой сквозной аналитике наших продаж. Например, в Южной Африке большинство наших продаж приходит через Facebook. А в Пакистане большинство наших продаж приходит через сарафанное радио, через встречи, посидеть и так далее. То есть там очень важна рекомендация, там очень важны вот эти вот связи, кто тебе рекомендовал, насколько тебе доверяют, ты должен несколько раз встретиться. Без встречи, без личных отношений невозможно продать. В Южной Африке по-другому. Там работает лид-генерация, нам пришел лид с Фейсбука, неделя, и мы уже строим мегаваттный проект. Другой подход. На каждом рынке свои подходы, на каждом рынке свои каналы привлечения клиентов, свой трафик. Например, в Китае
не работают ни Google, ни Яндекс, поэтому продвигаться там в Яндексе, в Гугле нет никакого смысла. Зато там есть Байду, и нужно продвигаться в Байду. Там нет Твиттера, там есть Weibo. Там, не знаю, там нет Телеграма или WhatsApp, там есть WeChat. И, соответственно, во всех странах свои подходы. И вот как раз-таки локальные команды продаж, локальные команды маркетинга позволяют нам адаптироваться под эти страны. Ты знаешь, мы с тобой сегодня очень много говорим о бизнесе, но я бы хотела поговорить с тобой не только о делах и о работе. Я бы хотела еще узнать, наверное, твое мнение по многим вопросам. Но, конечно, они так или иначе все равно связаны с бизнесом. Ты знаешь, в одном из своих интервью ты сказал, что всего 3% людей могут стать предпринимателями. И более того, только 3% предпринимателей могут стать успешными. В связи с этим вопрос: кто эти люди? Что это за золотые слитки? Но на самом деле, что отличает этих людей от всех остальных? Я бы маленько переформулировал, потому что не 3% могут стать, а скорее это статистика, что только 3% становится в таком формате. На самом деле только 3% людей действительно становятся предпринимателями. Но кто такие предприниматели? От слова предпринимать что-то. И во все времена были такие люди. Просто в каждом поколении, в каждом тысячелетии они назывались по-разному. Сейчас они называются предприниматели. 500 лет назад они назывались конкистадоры. В общем, это какие-то люди, так называемые джентльмены удачи в хорошем смысле, то есть те люди, которым не сидится на месте. Во времена первобытных времен это были те люди, которым было любопытно, а что там за холмом, а что там в другом месте, и я хочу жить лучше. И вот эти 3% — это те 3% людей, которым реально не все равно, что там за холмом. И они хотят свою жизнь изменить. Им недостаточно того, что они получили. Допустим, как я к этому отношусь? Я родился в простой семье. То есть у меня мама учительница, сейчас она нянечка, работает няней. Папа у меня сначала был водителем, сейчас он там автомеханик. И я понимал, что у меня нет там некого базового фундамента в виде большого количества денег, но у меня есть цели, они достигают с помощью денег, но они не в деньгах. То есть для меня скорее деньги — это некое средство их достижения, но мне нужны деньги для достижения тех целей, которые я себе поставил. Они связаны больше с бизнесом, развитием технологий, науки. Если будет интересно, я тоже по этому поводу расскажу. Но я понял, что мне нужны деньги. И я понимал, что я не хочу быть случайной статистикой тех людей, которые попали в выборку, родившихся в удачном месте в удачное время. К сожалению, не все рождаются в богатых странах, не все рождаются в богатой семье. Но в наших силах это изменить. Я понял, что я не хочу надеяться на статистику, потому что я уже не в этой статистике, я уже родился не в богатой семье. Я понял, что я хочу поменять это. И только от меня самого зависит, что я в итоге получу. Поэтому вот эти 3%, про которые ты говоришь, это те люди, которые готовы что-то предпринять для того, чтобы свою жизнь сделать другой. К сожалению, большинство людей достаточно того, что не имеют. Это неплохо, на самом деле. Они, возможно, даже более счастливы, чем я, или там другие предприниматели, потому что как раз-таки им достаточно. Этим людям достаточно того, что они зарабатывают условно $1000, и для их жизни это нормально. Более того, если так принято считать, что все хотят денег, действительно все готовы принять деньги, если вдруг на них они свалятся. Кстати, недалеко не всех они сделают счастливыми. Вопрос в том, что готовы эти люди предпринять для того, чтобы эти деньги получить. И окажется, что у каждого человека есть условно своя цена. Ты удивишься, но в среднем там, в мире эта цена порядка $1000-1500 на человека. То есть, и причем это не зависит от страны. Плюс-минус эта цена в развитых странах такова. И в Америке там, она просто чуть больше, либо и в Европе, и даже в Индии она плюс-минус там похожая. Почему? Это те деньги, которые закрывают их базовые потребности. И, как правило, люди закрывают свои базовые потребности. Знаешь, пирамиду Маслоу, это, кстати, правильно говорить пирамиду Маслоу, потому что Маслоу — это бывший Маслоу, он просто поменял свою фамилию. Так вот, по пирамиде Маслоу мы каждый раз переходим на какие-то новые этапы по мере закрытия своих потребностей. И вот $1000-$2000 обычно хватает для закрытия всех твоих базовых потребностей, где бы ты ни жил. В России, например, это 1500-2000, если ты живешь в Москве, там и меньше $1000, если ты живешь в регионах. И люди не готовы лишний раз напрягаться, предпринимать какие-то дополнительные усилия, чтобы заработать больше денег. И так хватает? И им хватает. Таких людей там порядка 90%. Следующие 10% — это те люди, которым не хватает.
И они хотят больше. Это такой некий средний класс людей, которые готовы принимать больше усилий. Ну, они, скажем так, имеют чуть больше амбиций. Они не готовы совсем рвать попу там, для того, чтобы строить глобальные корпорации или империи. Но они готовы реально добиваться своего, они в себе очень уверены, они пытаются строить какую-то карьеру, могут идти по головам, они становятся руководителями компаний, им не хватает этих денег. И, как правило, эти люди достигают дохода в 5, в 10, 15, даже 20 тысяч долларов. А дальше включается уже категория предпринимателей. Не только предприниматели, это могут быть и спортсмены, и даже блогеры, ну, то есть это любая прослойка людей, просто каждый по-своему себя реализует, и даже блогерство — это предпринимательство, то есть человек просто предпринимает в своем направлении какие-то свои действия. И вот эти люди, которым не хватает, которые хотят больше, и которые готовы что-то предпринимать, ну, даже у них есть какие-то определенные потолки. И есть совершенно безбашенные люди, у которых потолка нет вообще. Это те люди, которые делают даже не из-за денег. У них просто есть мечта, например, улететь там на Марс, основать там свою цивилизацию, для которых нужно очень много денег, и нужно вовлечь там в это все кучу людей. У них есть просто мечта, и они хотят вот это все поменять. И вот на каждой категории этих людей есть, по сути, свой уровень дохода. Это такая некая пропускная способность тебя. Потому что если у Илона Маска есть мечта всем улететь на Марс, и он реально идет к этой мечте, он в эту мечту, в этот водоворот вовлекает кучу народу. И ему для этого нужно много ресурсов, много денег, и он готов их брать, привлекать и использовать. Поэтому, собственно говоря, он сейчас там номер 1 в списке Forbes, там 300-400 миллиардов у него, не помню точно сколько. Вот. Но, к сожалению, есть еще другая статистика. Помимо того, что 3% людей предпринимают что-то, есть еще только статистика, что только 2,5% людей, у них вообще получается, как скажем так, не обанкротиться. Не преуспеть, а не обанкротиться. Потому что из тех людей, кто что-то предпринял, большинство людей, к сожалению, тоже не достигают того успеха, который они задумали. По статистике, 1 из 10 тысяч только достигает какого-то хорошего результата. Масштаб твоей цели определяет то, куда ты придешь. Масштаб твоей цели определяет то, сколько для этого нужно денег, ресурсов, людей вовлечь. И у меня действительно достаточно большие цели, я их делю на несколько этапов. Первая моя цель — это то, которой я занимаюсь сегодня. Это, собственно говоря, цель построить компанию Neosan Energy, превратить ее в миллиардный бизнес и заработать там $1 миллиард плюс денег. Но это скорее для меня промежуточная цель. Я не считаю ее цель какой-то своей именно мечтой. Сори, но это именно просто моя промежуточная цель для достижения следующего этапа. Даже, я бы сказал, первая ступенька там из десятков. И цель этого начального этапа — это фактически заработать денег для возможности инвестировать в другие проекты. У меня есть цель и мечта. Я бы хотел буквально улучшить нашу жизнь. То есть я хотел бы буквально жить дольше и лучше. Не просто абстрактно улучшить озоновый слой на нашей планете. Я хочу буквально жить не 100 лет, а 1000, либо даже больше. Для того, чтобы это случилось, необходимо иметь возможность инвестировать в развитие новых технологий, таких как медицинские технологии, генетика, робототехника. Именно это я хочу делать. Сегодня я строю компанию Neosan именно для того, чтобы заработать много денег, много миллиардов, но для того, чтобы эти миллиарды инвестировать в ту самую генетику, медицину и новые технологии, позволяющие нам, например, вырастить новую печень, вырастить новые органы, сделать себе апгрейд мозга либо других органов. Может быть, сделать так, чтобы мы могли дышать на Марсе. И это, кстати, вполне реально. Мы просто можем сделать себе новые легкие, воспринимающие там, как жабры у рыб, например, кислород из воды. Это все возможно сделать сегодня даже с современными технологиями. Но я хотел бы быть причастным к этому. Я хотел бы не просто ждать, пока Илон Маск это все сам сделает. Я хочу ему помочь. Именно сегодня я это и делаю. То есть сегодня компания Neosan — это начальный этап для того, чтобы построить глобальную, ту самую, как ты сказал, империю, для того, чтобы помимо Neosan Energy появился, например, Neosan Robotics, Neosan Aerospace, Neosan Medical, Neosan Genetic. То есть любые другие направления, которые позволяют нам инвестировать в развитие других технологий. Я действительно верю, что можем сделать нашу жизнь дольше. Я действительно хочу сделать так, чтобы не только я жил долго, я хочу, чтобы мои родные, мои близкие, мой там сын или будущие дети, чтобы ты, чтобы все там, кто меня окружает, имели возможность жить дольше и лучше, чтобы мы максимально могли лечить разные заболевания, потому что сейчас далеко не все заболевания возможно вылечить. И я вижу, как изменилась технология медицинские, например, за последние 100 лет. 100 лет назад люди жили 35 лет и были счастливы, что прожили 35 лет. Только те, кто имели деньги, имели возможность инвестировать в более хорошие продукты, более качественный уровень жизни, либо какие-то новые лекарства, и тем самым жить дольше. Сегодня, в принципе, все живут так, как когда-то жил Рокфеллер. Соответственно, сейчас мы должны выйти на новый уровень. Мы должны сделать апгрейд наших технологий медицинских и жить, там, пролить нашу жизнь хотя бы там, до 50 тысяч лет. И я знаю, как это сделать.
Круто. Давай, я тебя полностью в этом поддерживаю. Я бы тоже хотела, чтобы мои дети жили по 100, по 500 лет. Слушай, ну вот говоря еще обсуждая бизнес и то, что отличает бизнесменов, и вот эту вот разницу между людьми и бизнесменами, людьми, которые работают в найме. Ты знаешь, у людей, которые работают в найме, не понаслышке знаю, есть такое мнение, что вот я сейчас открою бизнес, я наконец-то уйду от начальника, я буду меньше работать, наконец-то, буду больше отдыхать. Вот скажи, правда ли это? Нет. Короткий ответ — нет. На самом деле в этой всей истории есть несколько этапов, несколько стадий. Ну и самая большая иллюзия заблуждения — это то, что, уходя из найма, ты получаешь там свободу и прочее. Ну как сказать свободу? Ну пока тебе кушать не захочется. И это распространенная иллюзия, и на самом деле большая проблема то, что вовне этого всего хайпа, вокруг успешного успеха многие люди уходят с работы и действительно пытаются строить какие-то бизнесы. Это, с одной стороны, хорошо. Действительно получаем больше предпринимателей, то есть больше людей, которые меняются и стараются, пытаются изменить наш мир к лучшему. Я очень это поддерживаю. Я очень благодарен тем людям, которые действительно создали прослойку предпринимателей, через тренинги, через какие-то курсы и прочее. Это действительно двигает эту индустрию вперед, вообще все индустрии вперед. Потому что чем больше людей предпринимает что-то, тем больше мы все получаем новых технологий, новых каких-то гаджетов, и в том числе медицинских технологий. Потому что у меня даже много моих друзей-предпринимателей хороших, которые занимаются и генетикой, и медицинскими технологиями. Поэтому я не понаслышке знаю, как это работает. Поэтому welcome. Чем больше таких людей будет, тем лучше. Но с чем реально придется столкнуться? Если там, например, ты думаешь, что уйдя из работы в найме, ты будешь отдыхать, это не так. Ты попадаешь на первом этапе в некое такое ремесленничество, когда ты вместо того, чтобы работать условно с 9 до 6, 5 дней в неделю, ты начинаешь работать с 8 до 12, потом у тебя есть время немного покушать, рубануться спать на 5 часов и дальше опять работать. И выходных, кстати, в этой истории нет. Ты думаешь про то, что вот-вот я сейчас там схожу в отпуск. Нет, это все не так. Более того, это не потому, что так много работы. Это еще потому, что ты входишь в азарт. А где конец этой истории? Где конец этой игры? Это же игра. То есть ты, по сути, выиграешь некую там SimCity, ты что-то строишь, и мы превращаемся в неких детей. Офигеть, мы строим вот эту империю, это наш бизнес, это наш ребенок. И очень сложно остановиться. Поэтому с одной стороны, тебя толкают обстоятельства, и тебе нужно много работы, потому что у тебя пока еще нет сотрудника, который ты нанял, и ты в итоге работаешь там и жнец, и на дуде, и грец, и ты там и за маркетолога, и за дизайнера, и сам строишь, и сам вещи, и сам продаешь, да. То есть в этом плане, да, у тебя в принципе очень много ролей. То есть, ну, даже сейчас на мне в компании, наверное, 5 или 6 ролей. Но помимо этого, это все, ну, там, из серии поплакаться. Но реальная история — это наркомания. Потому что у тебя настолько много дофамина, ты настолько восхищен тем, что делаешь, что ты не можешь остановиться. Правда в том, что ты не можешь остановиться и делать бизнес. Ты не можешь пойти спать, потому что у тебя куча дел, которые тебе интересно доделать. И на самом деле многие предприниматели — это, ну, в какой-то степени больные люди, которые просто зависимы от своей работы. И ты очень часто выбираешь там работу там, ценой там, личной жизни, либо работу, там, ну, бизнес ценой личной свободы в виде спорта. И вот эта вся история про life там, balance, да. Ее очень сложно соблюдать, если ты предприниматель. Бизнесмены могут соблюдать life balance, но не предприниматели, потому что бизнесмены и предприниматели — это очень разные люди. Предприниматели — это те люди, которые что-то предпринимают. Они постоянно хотят что-то делать, они идут на высокий риск, они строят что-то новое. У бизнесменов все по-другому, у них все уже просчитано. Они четко знают, что делать, и для них это не игра, это исключительно способ заработать деньги. Это маленько другая история. И вот когда предприниматель из категории вот такого вот интерпренера и так далее выходит уже в категорию бизнесмена, тогда он начинает работать меньше. Но бизнесмен — это скорее инвестор. Вот инвестор, он уже инвестирует скорее в некую продуманную бизнес-модель. Он уже понимает, что нужно сделать. Он может инвестировать как в чужой бизнес, тогда он становится просто в чистом виде инвестором. Либо он может инвестировать в свой бизнес. Тогда он же им управляет, но он управляет им в категории того, что это безрисковая история. Например, строить что-то понятное. Например, сеть кофеин, понятный бизнес, или там сеть магазинов, там нижнего белья. Все просчитано. То есть все просчитано, ты понимаешь, там или сеть массажных салонов. То есть все просчитано, есть юнит-экономика, которая заранее просчитана. Ты можешь купить франшизу, или ты можешь посмотреть, там, как работают другие рестораны, сделать свой ресторан. И поэтому эта модель понятная, и это скорее про бизнес, это бизнесмен. Предприниматель работает по-другому. Он часто заходит в новые ниши, он создает новые ниши, он создает новые рынки. Например, Илон Маск
как-то сидел и решил, а я хочу построить компанию, которая будет отправлять людей в космос. До этого это делали только Советский Союз, там теперь Россия и США, ну там что-то Европейский Союз пытался, государство. То есть это делали государства. А потом такой парень сидит, только что продал компанию, ему там 25 или сколько лет, они долбанут ли мне просто космическую корпорацию и запускать людей там в космос? Сегодня компания Tesla, кстати, запускает 60% всех запусков в мире. То есть больше, чем все остальные страны вместе взятые. Это все решил сделать просто предприниматель. Вот это предпринимательство. То есть человек заходит заранее в какие-то заранее новые ниши, где до этого никто не работал. Либо высокорисковые ниши. Но вот в связи с этим вопрос. Я знаю людей, которые действительно все просчитывают, все знают, у них четкий понятный план, и есть люди, которые идут на риск. Но идти на риск без расчетов тоже нельзя. Как здесь соблюсти вот этот баланс, и как ты справляешься? То есть неужели тебе не страшно идти на риск? Страшно. Как побороть этот страх? Боишься и идешь. На самом деле всегда страшно. То есть ты когда прыгаешь с парашютом, тебе страшно, ты берешь и прыгаешь. И, скажем так, быть смелым — это же не про не бояться. Быть смелым — это про то, что ты боишься, но берешь и делаешь. И в бизнесе примерно так же. То есть нужно понимать, что любой бизнес — это риск. И любое предпринимательство — это очень большой риск. Но есть прямая корреляция с тем, как много риска ты берешь и как много ты зарабатываешь. На самом деле, если ты обратишь внимание, что наибольшая доходность, наибольшая прибыльность там, где много риска. И чем больше предприниматель на себя готов взять риска, тем в итоге он больше зарабатывает, тем больше в итоге получает. И есть много статистик на эту тему. Куда более выгодно с точки зрения роста доходности рисковать, да, ты имеешь шанс потерять все. Причем несколько раз, если ты попытался несколько раз. И так и происходит. Большинство предпринимателей теряет все. Но есть шанс выиграть в этой лотерее. Но это не совсем лотерея, потому что лотерея чисто случай, а в предпринимательстве ты можешь влиять на это. У тебя есть разные попытки, ты можешь начать уже с опытом и сделать как-то по-другому. Поэтому каждая новая попытка очень резко повышает твои шансы на успех. Есть статистика, что только после 4-й попытки у предпринимателя получается сделать какой-то более-менее успешный бизнес. То есть мы понимаем, что первые 3 попытки гарантированно будут неуспешными. Есть небольшая вероятность того, что тебе повезет, но это скорее про оказаться в нужное время в нужном месте. И для меня, я в этом убежден, успешный предприниматель — это совпадение нескольких факторов. Везения, ума и ресурсов. То есть, например, если у тебя есть мозги, но тебе не повезло, сори. Если тебе повезло, но у тебя нет мозгов, ты можешь все потерять. Поэтому здесь очень важно, чтобы ты оказался и в нужное время в нужном месте, и еще этим шансом успел воспользоваться. И чем больше у тебя попыток, тем больше ты повышаешь шанс оказаться в нужное время в нужном месте. Но только твои мозги и твоя вот эта решительность позволяет тебе получить этот шанс. Я забыл упомянуть. 3 — это решительность. На самом деле большинство предпринимателей, если обратишь внимание, это успешные предприниматели, это не самые умные люди. Не хочу никого обидеть, но большинство успешных предпринимателей — это люди с IQ либо средним, либо ниже среднего. Их отличает скорее решительность. Есть очень много умных людей с IQ 200, к сожалению, очень бедных. Есть много примеров людей, которые не могут 2 слов связать, при этом имеют очень большие деньги. Как ни парадоксально, решительность больше влияет на успех, чем наличие мозгов. Но даже решительность без мозгов, к сожалению, не всегда поможет. Поэтому, когда у тебя есть и решительность, и мозги, и ты оказался в нужное время в нужном месте, именно это сочетание дает тебе возможность преуспеть. Слушай, падать больно. Больно. Как и были ли у тебя такие истории, когда ты падал, и что тебе по смеху слышишь, что да? Где найти этот ресурс, чтобы подняться? Падать больно. И знаешь, сколько раз у меня было, когда ты условно заплатил зарплату всем сотрудникам, идешь домой, думаешь, так, что я сегодня буду есть? Без шуток. Много раз такое было, особенно на начальном этапе. И самое интересное, что далеко не все сотрудники это оценивают. То есть ты, на самом деле, например, самый для меня такой жесткий случай был, это когда был ковид. И я реально тогда, мы с трудом пережили эту историю, потому что это было в России, и это был в этот момент в России, мой бизнес был в России.
и заблокируй возможность ведения бизнеса, но ты обязан соблюдать условия трудового контракта, а ты обязан соблюдать условия контрактов по отгрузке, но ты бизнес вести не можешь. И в итоге я был вынужден платить несколько месяцев зарплаты всем своим сотрудникам, пока у меня просто не закончились деньги. И в какой-то момент я просто все равно был вынужден начать их увольнять. Никто не оценил. То есть никто не оценил то, что я до этого там несколько месяцев платил всем сотрудникам зарплату, пока они сидели дома. Но я все равно многих уволил, к сожалению, так получилось. И оставил только там 5-6 человек, которые действительно были, там, скажем так, верны мне, которые были со мной не из-за денег, а именно хотели со мной что-то построить. И как так получилось, что как раз когда вот это случилось, началось восстановление после ковида, но тут ты столкнулся с другой историей. Рынок стал быстро расти, а у тебя команды нет. И такие случаи возникают регулярно. То есть, получается, ты постоянно находишься в режиме решения каких-то проблем, и очень многие вещи тебя могут практически убить. Сначала там случается ковид, потом случается история там с Россией и Украиной. И каждый раз это все крайне негативно отражается на твоем бизнесе, если ты ведешь свой бизнес там, где эти события происходят. И, конечно, самым таким ярким моим эмоциям было, когда случилось событие с Украиной, потому что фактически я потерял свой бизнес в России. Я, слава богу, умудрился его продать, вот, и мне повезло. Но в момент, когда я узнал все эти новости, я сидел у себя в кабинете и понимал, что, ну, все, как бы... То есть все, что я строю 8 лет, это все только что закончилось. То есть все, что делаю 8 лет, просто псу под хвост. Более того, у меня осталась компания с кучей проектов, которых я заключал по курсу там 65 рублей за доллар, а сейчас он стоит 100. И я понимаю, что все эти проекты стали из прибыльных мегаубыточными, и сейчас мне даже не хватит денег, чтобы рассчитаться. И даже не с зарплатами, а просто с клиентами и прочим. И я вот и сижу у себя в кабинете, и вдруг мне приходит вот это понимание, почему это вот все в моменте происходит, что, блин, я же сам выбрал это, я сам выбрал этот путь. И если я выбрал быть предпринимателем, я должен быть готов, что всегда будет ковид, инопланетяне прилетят, все что угодно может случиться, и ты не знаешь, что будет завтра. Но если у тебя есть цель, есть какая-то мечта, и ты хочешь к ней действительно прийти, то ты берешь и работаешь, и понимаешь, что да, каждый день будут какие-то проблемы. Каждый день могут возникнуть там то, что тебя обманут мошенники. Каждый день может случиться, что тебя там обманут поставщики. Каждый день могут случиться какие-то проблемы, но в этих всех проблемах есть и хорошие стороны. Ты постоянно растешь, ты решаешь эти проблемы, ты двигаешься вперед. И твоя компания, если ты не остановишься, постоянно растет вверх. И если ты предприниматель, ты должен принять тот факт, что всегда будут какие-то черные лебеди, которые могут тебя сбить с ног. Если ты действительно хочешь что-то построить, ты должен просто идти и строить. Если ты не хочешь, если любой черный лебедь способен тебя сбить с ног, ну хорошо, как бы это может просто не твое, выбирай что-то другое, иди в найм, иди занимайся чем-то другим, не знаю, если ты мужчина, женись на богатой женщине, если ты девушка, там, выходи замуж за богатого мужчину и не работай. Но мой путь другой. И если я выбрал, что я хочу быть предпринимателем и построить ту самую компанию, про которую мы говорили, то я должен понимать, что всегда это будет, и мне просто нужно с этим это принять. И ты знаешь, мне стало намного легче. За эти 3 года я не думаю, не было, наверное, события, которые бы не вызвали у меня какой-то прям панические там атаки или шок. Ну, когда там, условно, мы узнали, что какие-то мошенники там зарегистрировали аналогичную компанию, пытаются нас обманывать. Я сказал, ну хорошо, а плохие новости есть? Ну, то есть, знаешь, как всегда какие-то есть события, которые могут тебя там сбить. Это не совсем проблема. Но это проблема, все это решаемо. Если тебе есть там руки-ноги, ты все можешь решить. Знаешь, у меня даже был такой случай, я как-то был на Филиппинах, там был тайфун. Я смотрел новости, по телевизору показывали, там снесло город. Вообще весь город просто, ну там не город, там поселок. Его снесло, и стоит мужик в шлепках, в шортах, собака на ручках, без майки даже. И его спрашивают, там, ну, что будете делать, ваш дом снесло. Он говорит, ну что, построю новый такой, ну и улыбается. Его журналистка спрашивает, а что вы улыбаетесь, у вас дом снесло, у вас нет ни одежды, ни паспорта, ни денег, ни дома. Он такой, слушайте, ну руки-ноги целы, моя собачка, слава богу, живая, построю новый. Вот я считаю, что если ты действительно веришь в свою там цель, мечту, ты просто берешь и в случае таких падений встаешь, идешь и строишь заново и двигаешься вперед. Круто. Мне кажется, вообще большое счастье, когда ты не обращаешь внимания на какие-то обстоятельства. Ты же, по-моему, тоже там жила в Латинской Америке. Соответственно, ты видел, как там люди могут акуна матата жить, независимо от того, там, что происходит в политике и в экономике.
Потому что, что бы ни происходило, нужно просто жить. Нужно жить, радоваться жизни, наслаждаться этой жизнью. Потому что если мы будем там откладывать нашу жизнь на потом, мы так и не сможем хорошо пожить, и будем вспоминать там, эх, вот бы мы были молодыми и могли бы пожить. Поэтому, конечно, лучше жить здесь и сейчас, независимо от того, есть у тебя дом либо нет, там есть на тебе одежда либо нет. Да, жить, пробовать, рисковать, не бояться. Я еще знаю сейчас такую штуку про страх. Где-то я прочитала, что если ты чувствуешь, что тебе страшно, 100% надо идти. То есть ты, когда чувствуешь, что тебе страшно, это та эмоция, которая тебя точно проведет вперед. Мне было страшно и там ехать сюда, потому что я не знала. То есть когда тебе страшно, это такой индикатор того, что туда надо идти. Это то, что тебя точно двигается Да, вперед. более того, каждый раз, когда тебе страшно туда идешь, ты растешь. Да. И ты растешь именно тогда, когда ты превосходишь какие-то свои страхи, какие-то свои там ограничения. Вот когда ты смог перешагнуть, там, решиться, например, на шаг, заняться своим бизнесом, решиться на шаг, там, не знаю, родить ребенка, решиться на шаг, там, прокачать себя в каких-то скиллах, или там попытаться возразить там кому-то, либо там позвонить президенту и договориться с ним о встрече. Потому что на самом деле есть хороший пример даже тем же Илоном Маском, когда ребята из Краснодара пригласили его на конференцию. Все просто над ними поржали, типа, что они объявили, что пригласят Илона Маска на конференцу. Не знаешь эту историю? Да, знаю, что они билборд сделали перед офисом Илона, что-то такое. Да, они сделали билборд перед офисом Илона с QR-кодом, где написали: «Илон, мы тебя ждем на нашем ивенте», и QR-код. И он пришел. Он реально просто пришел. Понимаешь? Все возможно. Большинство людей смогли сделать что-то просто потому, что они побоялись спросить. Они побоялись дернуть якобы закрытую дверь. Большинство людей не справляются с каким-то, что-то не получают просто потому, что они не решились там проверить, может быть, дверь это открыта. И написано на двери: дверь закрыта, не входить. Там, или дверь там не открывается. Или ты просто берешь, дернешь, а она вдруг открыта. Ну, знаешь, есть такое выражение: нет, бывает только для тех, кто спрашивает. Поэтому, если ты не спрашиваешь, а пробуешь, тогда у тебя получается, даже если вдруг не получится, ты точно ничего не теряешь. Но если тебе получится, ты можешь выйти на совершенно другой уровень. Поэтому не спрашивай, действуй, иди вперед. Слушай, я еще хочу обсудить одну интересную тему с тобой. Она тоже касается команды и бизнеса непосредственно, но больше, наверное, команды. Это про скиллы, да? Сейчас очень много обсуждают про софты, там, про хард-скиллы. И сейчас искусственный интеллект во многом, да, подвинул хард-скиллы. Не обязательно быть переводчиком, чтобы писать тексты на английском, не обязательно заканчивать филологически, чтобы писать посты в соцсети. Но, с другой стороны, и инженерам, не знаю, каким-то финансистам, чтобы стать каким-то хорошим, нужен профессионализм. Вот как ты считаешь, какие все-таки скиллы сегодня востребованы, выходят на первый план? Софт-скиллы. Я сейчас при приеме сотрудников на работу обращаю внимание исключительно на софт-скиллы. Почему? Хард-скилла можно учить. И особенно сейчас, как ты правильно сказал, есть ChatGPT. ChatGPT — это как раз таки про знания, про то, что можно получить, просто загуглив, там, либо найдя информацию. И сегодня те люди, которые действительно хотят, они могут найти нужную информацию, научиться чему-то и сделать так, как нужно. И смысл в том, что если человек действительно чего-то хочет, он найдет, разберется и сделает так, как надо. И если человек не хочет, то даже если он что-то знает, если у него есть огромный опыт, то он просто не будет этого делать. Поэтому выбираем между человеком, который уже сейчас имеет такой опыт и знает, как делать, и человеком, который просто хочет это сделать и хочет разобраться, я выберу второго человека. Просто потому что если первый человек не замотивирован, то он не будет применять свои знания и навыки. И в этом ключе, конечно, soft-skills становятся там первоочередными. К чему человек стремится, что он хочет, как он умеет решать проблемы, как он умеет договариваться, как он умеет разговаривать, насколько он стрессоустойчивый. Потому что только будучи стрессоустойчивым, можно там условно дизраптить рынки, создавать какие-то новые продукты. Только будучи инициативным и проактивным, можно двигаться вперед. Интересно, что можно посмотреть, как компании развиваются. Большинство крупных корпораций сегодня не растут. Они либо стагнируют, либо остаются на одном уровне. Почему? Потому что даже имея десятки тысяч сотрудников, они имеют средненьких сотрудников, которые сильно ни к чему не стремятся. Корпорация — это вообще пример отрицательного естественного подбора, где, скажем так, аккумулируются люди, которые ни к чему не стремятся. Поэтому такие компании имеют средненьких сотрудников, они, по сути, просто поддерживают статус-кво. Они просто живут. Они получают получку ежемесячно. Они просто поддерживают, чтобы компания работала в рамках тех регламентов, тех нормативов, которые придумал кто-то там 20, 50, либо даже 100 лет назад. А если ты хочешь делать какой-то новый бизнес,
если ты хочешь создавать компанию, которая приводит на рынок новые технологии, которая двигает мир вперед, которая что-то создает, тебе нужны люди, которые инициативные, которые не средненькие, которые выше среднего, которые готовы проявлять инициативу, которые готовы придумать что-то новое, которые не боятся рисковать, которые не боятся брать на себя ответственность, потому что брать на себя ответственность – это очень серьезно. И я недавно размещал пост в Инстаграме о том, что мы ищем там несколько сотрудников компании, и мне одна девушка написала в комментариях: «Ой, такие простые требования, в требованиях было написано умение достигать результата». Ну и там еще парочка такого типа требований. Я ответил: да, действительно, требования, действительно простые требования, если воспринимать их серьезно. К сожалению, далеко не все в мире способны достигать результата. И, казалось бы, такое простое требование, как ориентация на результат, умение брать на себя ответственность, те вещи, которые в резюме часто люди пишут, не задумываясь, просто потому что откуда-то их копируют, они крайне важны. Потому что человек, который реально берет на себя ответственность, он берет и доводит до результата. Он не просто говорит: ой, извините, 6:00, как бы мой день закончился, я пошла или пошел домой. Мне пофигу, что компания из-за этого там может потерять клиента или потерять деньги, либо там, не знаю, что-то не получить. Мой день закончился. Главное, вы мне, кстати, не забудьте завтра зарплату перечислить. Вот с такими людьми, к сожалению, компании можно только поддерживать на одном уровне. Если ты хочешь компанию двигать вперед, тебе нужны люди, которые, как мы говорили, могут тебя отправить на Луну, которые могут делать выше, чем они могут сейчас. Например, им стоит задача достигнуть какой-то цели. Они так же, как и ты, действуют не от возможности, а от цели. То есть моя возможность работать до 6, а нет, твоя возможность сделать результат и до 6, и после 6, но ты можешь довести его до результата. Самое главное, чтобы в итоге получился результат. Тогда компания сможет ступить на ступеньку выше. И такими маленькими ступеньками, если вся команда работает в таком ключе, вся компания двигается очень быстро вперед. Да, здесь я с тобой полностью согласна. Но ты знаешь, я хочу продолжить этот разговор, немножко сместить его с бизнес-тематики. Ты, кстати, сам сказал, что бизнес — это твой ребенок, но я знаю, что ты не только бизнесмен, но и папа. И я знаю, что ты не очень любишь говорить на личные темы, но, надеюсь, ты не откажешь мне, я позволю себе задать этот вопрос. У меня тоже 2 детей, и я бы хотела поговорить на вот эту вот тему вечную отцов и детей. Мне кажется, что сейчас наши дети растут в вот такую эпоху потребления. Мне кажется, у них есть все. Вот когда-то у тебя не было батареек, да, и вот это вот тебя сподвигнуло, да, вперед и определило во многом твой путь. Сегодня у наших детей, мне кажется, есть все. Папа, привези мне робота-черепаху или того дракона, да, и вот, может, и он привезет. Как ты считаешь, как сегодня мы можем воспитывать своих детей, чтобы, с одной стороны, они не были избалованы, а с другой стороны, у них сохранилась вот эта вот свобода, которая сейчас есть у наших детей? Чтобы они мечтали о чем-то? Да. Это достаточно сложный вопрос. Это правда. И я сам о таких вещах очень много задумываюсь, потому что ты не знаешь, ты хочешь своего ребенка сделать все, что ты можешь, и дать ему все то, что ты не имел в детстве своем. И поэтому у моего ребенка просто горы игрушек. Если у меня там было там, за все детство там, парочка роботов, то у него реально там целые коробки игрушек. Ты периодически их выносишь на игровую площадку, пока он не видит, чтобы из них... Причем он всех помнит, он всех своих роботов помнит по именам, все машинки помнит по именам. И действительно он растет в неком состоянии изобилия. Я думаю по этому поводу. Но мне кажется, что тут важно не то, какое изобилие сейчас у него сейчас, а то, о чем он мечтает. И, наверное, я свою миссию вижу в том, чтобы показать ему и научить его мечтать. Почему я сейчас вот создаю все то, что я сейчас делаю? Не потому, что у меня не было игрушек, а потому, что я мечтал о чем-то. Я мечтал путешествовать, я мечтал летать там на другие планеты, я мечтал там жить долго и хорошо или еще что-то. И все, что я сейчас создаю, фактически это мои детские мечты. На самом деле я вдруг заметил, что я сейчас занимаюсь именно тем, что я делал, либо мечтал делать, когда мне было 12-13 лет. Когда у меня не было еще работы, не знаю, там, у каких-то других людей ипотеки. То есть мы все после того, как начинаем работать, мы начинаем быть очень зашоренными. Мы забываем о том, о чем мы мечтали в детстве. Кто-то начинает там жить с семьей, ипотекой, работой. И вся эта рутина нас очень сильно забирает из того, о чем мы мечтали. И когда ты вдруг можешь закрыть свои базовые потребности, будучи, опять же, предпринимателем, у тебя больше, имея деньги, будучи предпринимателем, ты можешь легче закрывать свои базовые потребности. Особенно, если вдруг у тебя все-таки есть тот самый life balance, то ты вдруг думаешь, а что я хотел бы реально делать? И
И вот многие люди как раз-таки в этот момент занимаются тем, что они реально хотят. Вот я сейчас там строю солнечные электростанции, или хочу строить роботов, или заниматься какой-то химией, биологией, физикой. Это ровно то, что я захотел делать, когда был маленьким ребенком. И я мечтал об этом. И я сейчас просто делаю то, о чем я мечтал. Илон Маск, ты посмотри на него, он же тоже просто делает то, о чем он мечтал. Да, Илон Маск маленький ребенок. Ты смотри, что он сейчас делает. Он реально на мероприятии вместе с Трампом, он сидит, что-то какие-то роботов лепит из вилок. Это серьезный человек, он номер 1 в списке Forbes. Он сидит с президентом самой богатой страны в мире, и он лепит каких-то роботов из вилок. Серьезно? Он просто позволил себе быть ребенком. И вот я хочу своему ребенку привить возможность и желание мечтать. Это можно показать на своем примере, читая вместе с ним книжки, слушая сказки, путешествия. Это реально вот то, что научит его мечтать. Вот, наверное, это то, что я могу для своего ребенка сделать. Поэтому неважно, сколько ему даю денег или там, что ему делаю, если он будет мечтать о чем-то, я знаю, о чем он сейчас мечтает. Например, сейчас ему, правда, сейчас 5,5 лет, он сейчас мечтает заботиться о животных. Ему очень нравится ходить в зоопарк, он готов там днями проводить в зоопарке. Он узнал, кто такой зоолог, и вообще он хочет там заниматься тем, что заботится о животных. У него там сейчас целый террариум дома, и это же круто. Неважно, будет ли он зарабатывать деньги, либо там подхватить ему бизнес, как бы, мне, честно, не принципиально. Мне важно, чтобы он был счастлив. И если он, например, счастлив, играя с животными, там, или построив какой-нибудь свой, там, не знаю, парк какой-то, сафари-парк где-нибудь там в Кении, либо он просто будет заботиться о животных, кормить там львов, еще кого-то, я буду счастлив, если он будет при этом счастлив. Мы же все живем для того, чтобы наши дети были счастливы. Так если мой ребенок счастлив, играя там с животными, круто, и не важно, сколько он при этом зарабатывает. Я знаю, что ты много читаешь, и мне было интересно, что ты очень много читаешь фантастику, и вообще ты любишь фантастику. Скажи, я должна сказать, что многие успешные предприниматели любят фантастику. В чем секрет этого жанра? Он как раз учит мечтать? Абсолютно. На самом деле, вся фантастика — это про другие миры. На самом деле, многие фантасты — это мечтатели. И когда ты читаешь фантастику, ты как раз читаешь то, как люди представляют какие-то иные миры, как они представляют жизнь на других планетах, как они там представляют то, как люди бы действовали. Неважно, это постапокалипсис какой-то, либо просто новая планета. Они мечтают о каком-то новом, другом будущем. Если посмотришь на наше текущее настоящее, то многие вещи, которые есть сейчас, описывал в своих книгах Жюль Верн. То есть Жюль Верн 150 лет назад описал, в общем, 90% того, что придумал Жюль Верн, сегодня исполнилось. И знаешь, что интересно? Он никакой не предсказатель, он не видит будущее. Он знаешь, что сделал? Он просто предложил людям пищу для ума. Большинство вещей, которые мы сейчас имеем, ракеты, подводные лодки, технологии, даже, кстати, знаешь, интересно, что телефонная раскладушка или телепортация придумали, знаешь кто? Просто фантасты, которые, например, знаешь, как придумали телепортацию? Нет. Когда снимали сериал Star Trek, наверняка знаешь, ему, правда, уже лет 50 или 60, больше 60 лет ему сериалу, это был низкобюджетный сериал, и у продюсеров просто не было денег на то, чтобы строить какие-то челноки, космические корабли для того, чтобы переносить людей с одного космического корабля на другое. И они просто придумали, давай как будто бы они вот так переместились туда. И так придумали телепортацию. Ученые такие задумались. Классная идея. А давайте подумаем, как мы это можем реализовать на практике. И большинство вещей, которые мы сейчас имеем, подводная лодка, Жюль Верн предложил какую-то там металлическую штуку, плавающую под водой. Люди сидят, классная идея, а давайте мы такую штуку соберем. И большинство вещей, которые мы сейчас имеем, их кто-то когда-то придумал, просто фантасты. А предприниматели такие думают, классная идея, а давай мы эту штуку сделаем, первое, запатентуем, либо создадим, начнем продавать, и всем она будет полезна. Телефонные раскладушки также придумали, собственно говоря, фантасты для того, чтобы, как коммуницировать там между космическими кораблями. А пускай мне будет какая-то коробочка такая, раскрывается, и люди там типа по ней общаются. Производитель телефонов. Классная идея. А давайте сделаем такую штучку. То есть большинство вещей, которые мы сейчас имеем, придумали когда-то фантасты. Например, я недавно перечитывал книгу «Игра Эндера». Очень классная фантастика. Она получила премию Хьюго. Это аналог какой-то Нобелевской премии только в литературе. И в этой книге, написанной в 80-е годы, уже был там планшет типа iPad, где люди на нем что-то играли в какие-то игры. И многие вещи они просто придумали заранее. Потом, не знаю, условно, какой-нибудь Стив Джобс читает эту книгу. Классная идея. А давай мы эту штуку сделаем. И приходит такую свою команду продуктовую, говорит, ребята, я придумал такую штуку, хочу сделать iPad. Естественно, продуктовая команда, это невозможно, мы не знаем.
давайте подумаем, как это... И понятно, что это невозможно, но давайте подумаем, как это сделать. И вот все абсолютно технологии когда-то были невозможны. Там 5000 лет назад мы все камушек о камушек стучали. А сейчас мы имеем айфоны, которые боимся о камушек ударить. Вот. И, соответственно, вот эти удары камушек о камушек привели к тому, что мы сейчас можем летать в космос, мы можем с тобой разговаривать, будучи на другом конце планеты, и перемещаться между этими концами планеты там, со скоростью звука и так далее. Это все стало возможным, потому что кто-то однажды сел и сказал: я знаю, что это невозможно, но я хочу, я это сделаю. Слушай, ну я думаю, что тогда мой последний вопрос будет как раз логичен. Давай помечтаем и давай не прогнозируем, а именно помечтаем, каким ты видишь твой мир, мир Ильи Лихова. Вот, ну давай возьмем через 20 лет. Ты имеешь в виду, где я живу, либо да, что у меня есть? Что у тебя есть? Как вообще... У меня всегда был вопрос, будут ли уже, наконец, машины летать? Я давно видела это в кино. Еще «Пятый элемент» мне показывал, что должны машины летать. Вот как ты думаешь, каким будет мир наш через 20 лет? Летать будут. Более того, буквально пару дней назад я прочитал новость о том, что в Китае одна из компаний, в Хэфэй, ну, я знаю этот город очень хорошо, у нас там производство, получила лицензию на летающее такси. То есть это первый в мире, вообще в нашей истории, прецедент, когда какая-то компания получила возможность доставлять грузы и людей с помощью летающих такси на базе квадрокоптера. Это действительно такие маленькие машинки с пропеллерами, и они летают. Причем выглядит очень круто и футуристично. И на самом деле у нас на глазах многие вещи уже появляются. Ну, серьезно, iPhone, ты знаешь, что 20 лет назад айфонов не существовало? А 30 лет назад не было интернета. 30 лет назад не было интернета. 30 лет назад не было Windows. То есть почти все, что даже вот то, что мы подкаст с тобой сейчас записываем, этого всего невозможно было даже представить 30 лет назад. А сейчас это все есть. Более того, этот подкаст сегодня мы там загрузим на YouTube, и будут его смотреть миллионы людей. Делиться этой информацией. Это становится возможно прямо сейчас. Поэтому что, на мой взгляд, будет через 20 лет? Про меня. У меня будет несколько крупных бизнесов в энергетике, в генетике, в медицинских технологиях, в робототехнике и даже в космосе. Я надеюсь, я буду меньше работать, но, как я говорил ранее, это иллюзия, потому что если ты начал заниматься предпринимательством, тебе очень сложно остановиться, просто потому что это реальная игра, и тебе нравится в эту игру играть. Поэтому вряд ли я выйду там полностью из бизнеса, скорее всего, буду продолжать в это играть и создавать какие-то новые технологии. И вообще, знаешь, мне нравится... Я себя вижу, знаешь, наверняка ты смотрел фильм «Железный человек». Да. А вот Тони Старк, у которого есть, который миллиардер, плейбой, филантроп, вот у которого есть какой-то свой офигенно стильный дом, современный, с крутыми технологиями внутри, с голосовыми помощниками и так далее, где у него есть своя лаборатория, где он собирает какие-то роботов, где у него стоят машины. Вот я в детстве мечтал о том, чтобы иметь такую лабораторию, чтобы собирать там роботов, паять, что делать. Вот я хочу, чтобы через 20 лет у меня был такой дом, причем не один, в разных концах мира, и в Калифорнии, и в России, и в Дубае, и там, может, в Австралии. И я хочу иметь возможность там собирать какие-то технологии, придумывать новые вещи, новые технологии, объединять вокруг себя каких-то классных людей, какие-то классные команды, с помощью которых мы будем эти технологии внедрять в жизнь и дальше развивать. Из того, что будет в мире, во-первых, я уверен, что мы, помимо летающих такси, наконец-то сможем лечить многие заболевания. То есть я верю в то, что мы сможем лечить рак, мы сможем лечить в большей степени, чем это можно сейчас. Мы сможем лечить какие-то неизлечимые заболевания типа ВИЧ и так далее. И помимо этого мы сможем печатать органы новые. То есть это не такая сложная процедура, как кажется уже. Ну, то есть сейчас уже это не кажется таким какой-то фантастикой. Я думаю, что в ближайшие 10-15 лет мы сможем уже печатать новые органы. Ну, может быть, не мозг, но как минимум напечатать себе там новые легкие, новое сердце, новую печень, какие-то другие органы, которые сейчас, по сути, могут обеспечить выживаемость огромнейшего количества людей. Это уже сейчас возможно. Поэтому я думаю, что через 20 лет мы сможем продлить продолжительность жизни человека на десятки лет. Не думаю, что мы пока там обретем какое-то бессмертие, но, по крайней мере, продлить нашу жизнь мы сможем. Если говорить там про какие-то новые технологии, очень сложно предсказывать, что будет именно совсем нового, потому что даже тот же искусственный интеллект, который появился буквально пару лет назад, 5 лет назад про него даже никто не думал. А сегодня ChatGPT,
и не только ChatGPT, он не самый умный, на самом деле, из интеллектов, уже позволяет там уволить огромнейшее количество сотрудников и взять на себя огромнейшее количество работы. Не скажу, что он мега умный, по сути, он дает только те знания, которые мы уже имели, но тем не менее это позволяет уже в корне поменять мир и ускорить развитие новых технологий. Поэтому я думаю, что искусственный интеллект будет также развиваться, он изменит кардинально кучу индустрий, а, к сожалению, это приведет к огромной безработице в огромном количестве стран, но, как показывает практика, как правило, эти люди находят себе работу в других направлениях, но там мы входим в такую интересную историю, когда возможно, будет начать происходить рассвоение людей. Есть очень много разговоров о базовом безусловном доходе. Ты наверняка слышал, когда в Европе есть несколько там стран, которые тестируют такие вещи. Например, Норвегия, Швеция. Я могу ошибаться, какая конкретно страна, но вот эти вот богатые страны Европы, северной, они уже тестируют, проводят эксперименты с так называемым безусловным базовым доходом. Почему? Потому что сегодня не для всех людей есть работа. И, к сожалению, может так получиться, что лет через 20 далеко не у всех людей будет работа. И 100 лет назад было много бунтов, что людей эксплуатируют, что у них очень много работы, что люди работают там по 20 часов в сутки. К сожалению, через 20 лет может получиться так, что будет полностью наоборот. Люди будут бунтовать и требовать дать им работу. Просто потому, что многие работы заберут на себя искусственный интеллект, либо какие-то другие новые технологии. Роботы, искусственный интеллект и прочее. И мы столкнемся с тем, что те самые люди, которые раньше бунтовали от того, что их эксплуатируют и требуют с них работать, будут бунтовать, что их не эксплуатируют и не дают им работу. А к чему это приведет? Есть много теорий, от революции до там, и так далее. Пока непонятно, чем это все закончится. Я бы сейчас не хотел здесь обсуждать какие-то негативные сценарии. Я думаю, что мы найдем способ решения этих проблем, как правило, находим. Но сам факт того, что мы столкнемся с огромным количеством безработицы, это факт. Но, как правило, такая безработица может привести к тому, что государство начнет платить так называемый безусловный доход, когда человеку просто платится некое пособие по безработице, независимо от того, работает он, не работает, чтобы ему хватало на жизнь. Единственная проблема, этим людям может быть скучно. Вот. Либо им может быть не хватать, либо у них могут быть амбиции. Но вот те люди, которые будут амбиции, они могут заслужить право работать. И вот, соответственно, те, кто заслужил право работать, они будут заниматься творчеством, они будут заниматься созданием новых бизнесов и двигать нашу цивилизацию вперед, строить новые проекты и так далее. Вот я думаю, так это будет работать. У тебя очень крутые мечты, и сейчас, завершая наш такой диалог и интервью, я хочу только пожелать, я очень хочу, чтобы твои мечты исполнились. Спасибо большое, Наташа. Потому что они напрямую и на мою жизнь, и на жизнь моих детей тоже влияют, поэтому спасибо тебе большое еще раз, что пришел, и спасибо и пусть они исполнятся. Спасибо большое.